Глава 621. Аудиенция. Хань Ли потер подбородок и охватил своим духовным чутьем толпу бормочущих культиваторов стадии концентрации ци. Кто это незнакомое лицо? Он новый ученик. Почему он прибыл вместе с боевой тётей Му? Он родственник боевой тёти Му. Почему еще он прибыл вместе с ней? Хань Ли четко слышал завистливые разговоры толпы вокруг него и внутренне вздохнул. Вскоре после этого он отошел от входа в зал и смешался с толпой. Даже внутри толпы Хань Ли почувствовал, что все взгляды устремлены на него. В этот момент Хань Ли услышал передачу голоса. Младший боевой брат Хань, не думал, что увидимся так скоро. Хань Ли удивленно повернул голову и заметил крупного человека, стоящего в 10 метрах позади него. Это был Дудун, подозрительный культиватор концентрации ци, который присоединился в горе рассвета вместе с ним. Сейчас он широко улыбался, глядя на него. Странное выражение мелькнуло в глазах Хань Ли, но он улыбнулся и вежливо поприветствовал его. «Рад видеть тебя, старший боевой брат Ду. Как твои успехи с боевым дядей Цзинем?» Боевой дядя Цзян был беловолосым стариком, которому был назначен Дудун. «Да, все хорошо», — крупный мужчина усмехнулся. Кажется, он был простым и искренним человеком. Хань Ли внутренне усмехнулся и продолжил поддерживать вежливую беседу, поскольку они делились своим опытом друг с другом с прошлого года. Он услышал, что седовласый старик считает, что Дудун обладает талантом в создании талисманов, и был очень рад, что тот достался к нему в ученики. Казалось, Дудун был очень взволнован, когда говорил это. Когда Хань Ли услышал его, он почувствовал легкую жалость к беловолосому старику. Дудун не был тем, кого стоило обучать. Очевидно, что тот хотел вмешать старика в какие-либо свои планы. Конечно, Хань Ли совершенно не собирался предупреждать боевого дядю Цзина и продолжал вести спокойный диалог с крупным человеком. В этот момент у крупного человека на лице внезапно появилось таинственное выражение, и он сказал: «Младший боевой брат Хань, ты знаешь, что боевая тётя Му — первая красавица на горе рассвета. Более того, она также входит в тройку лучших красавиц в секты дрейфующего облака. Кажется, ты поднял шум тем, что прибыл вместе с ней. Неужели? Это я сделал». Хань Ли горько рассмеялся и огляделся по сторонам. Затем Дудун сменил тему и небрежно спросил: «Раз вы прибыли вместе, может, боевая тётя Му говорила, что это за встреча?» «Нет. Но кажется, что старший боевой брат Ду знает что-то. Не мог бы ты мне рассказать об этом?» Спокойное выражение на лице Хань Ли заменилось таинственной улыбкой, и он пристально взглянул на Дудуна. Под пристальным взглядом Хань Ли честная улыбка крупного замерзла. Дудун почувствовал, будто все его секреты раскрыли. Но вскоре Хань Ли повернул голову, и это чувство исчезло, как будто бы это ему показалось. Однако, несмотря на это, большой мужчина, казалось, был в недоумении и быстро попрощался с ним, а затем подошел к группе горы рассвета, словно не осмеливаясь оставаться в компании Хань Ли. Легкая насмешка на мгновение появилась на лице Хань Ли, когда он увидел, как тот уходит. В этот момент в его голове раздался голос: «Брат Хань, ты сознательно напугал его. Я боюсь, что он позже будет подозревать тебя. Разве это не навредит тебе?» Хань Ли спокойно ответил: «Я не знаю, кто он, но уверен, что от него можно ожидать неприятности. Вот почему я сознательно сделал так, чтобы он держался от меня подальше. Если что-то случится, то он не сможет меня в это втянуть. Если у него и возникнут какие-то подозрения, то мне до них нет дела. Теперь он просто будет с осторожностью относиться ко мне. Я не хочу, чтобы он впутал меня в свои планы». Серебряная луна ничего не сказала, поскольку теперь прекрасно поняла ход действий Хань Ли. В конце концов, если Дудун сговорился с кем-то против секты, любой, кто будет близок с ним, окажется под подозрением верхних эшелонов секты. А это именно то, чего хотел избежать Хань Ли. В последующие моменты Хань Ли стал осматривать толпу учеников вокруг себя. Здесь были ученики обоих полов и всех возрастов. Были также люди с уровнем культивации, которая не соответствовала их возрасту. Например, молодые культиваторы уже на пике стадии концентрации ци. Были также несколько великолепных молодых женщин, но вокруг всех них стояли поклонники. Кажется, во всех сектах одинаково ценились красивые женщины. Пока Хань Ли размышлял над этим, ворота в зал вдруг распахнулись, и оттуда раздался голос, который напугал всех учеников в стадии концентрации ци. Все ученики горы рассвета должны войти в зал. Этот голос принадлежал горному лорду, культиватору на средней стадии формирования ядра по имени Синь, которого Хань Ли встретил, когда его только определили на эту гору. Когда ученики за пределами зала услышали его, все они опустили головы и проговорили с почтением: «Мы искренне рады выполнить приказы боевого предка». Затем толпа сразу же вошла в зал, выстроившись в две строгие линии.
Поскольку Хань Ли был одним из последних, он увидел, что Дудун тоже был одним из тех, кто последним вошел в зал очищения сердца. Площадь в большом зале была огромной, шириной не менее километра, с несколькими десятками возвышенных столбов. На каждом из столбов был аккуратно инкрустирован лунный камень, освещая зал слабым белым свечением. В зале не было ничего, кроме 2 тронов, которые были установлены у противоположной от входа стены. На одном из тронов сидел белокожий человек с внешностью ученого и старик в сером, с жестокими глазами и грязными волосами. Перед 2 тронами стояли в 2 ряда более десятка культиваторов заложения фундамента. Элегантная красотка по имени Му и юноша по имени Юй, который привел Хань Ли в секту, стояли во 2-м ряду. Юноша по имени Мяо, который проводил его допрос при вступлении в секту, стоял в 1-м ряду и выглядел все таким же болезненным. Когда ученики вошли в зал, все они одновременно опустились на колени и поприветствовали 2 сидевших на стульях. Ученики отдают свое почтение боевому предку Синю и боевому предку Юю, хватит. Проговорил мужчина средних лет. Он поднял руку и с улыбкой взглянул на толпу учеников. Затем ученики стадии концентрации Ци разделились на 2 ряда и стояли по обеим сторонам зала. Хань Ли и Дудун оказались возле входа в зал. Хань Ли окинул своим духовным чутьем старого человека с яростным выражением и обнаружил, что он был культиватором на ранней стадии формирования ядра. Он был заместителем горного лорда, о котором он слышал, но не видел, боевого дядю Юя. После того, как Хань Ли осмотрел его, он потерял к нему всякий интерес. В следующий момент горный лорд Синь заговорил: «Я уверен, что вы, ученики, уже знаете, почему я созвал вас всех сюда. Вчера наша секта получила официальное письмо от секты Древнего Меча. Следующее испытание Ассамблеи Мечей будет через полгода. Поскольку в прошлый раз его проводила наша секта, в этот его оно будет проводиться на в секте Тысячи Возможностей, на востоке гору Мечтательных Облаков. Каждая из 3 сект отправит 30 учеников для участия в этом испытании. Первая десятка получит хорошие призы. Вот почему сначала мы должны выбрать лучших из нашей секты для участия в испытании». Сказав это, он остановился на мгновение, а затем продолжил: «Конечно, каждый из 6 горных лордов секты сможет назначить 1 человека, который сможет участвовать в испытании Ассамблеи Мечей без проверки их способностей. Остальные 24 будут отобраны в соответствии с правилами. Эти ученики будут выдвинуты старейшинами секты. Вчера у меня была встреча с мастером секты и другими горными лордами, где мы решили, что отбор на испытание Ассамблеи Мечей состоится через месяц. Но сначала я должен объяснить вам условия отбора для тех, кто не знает. Каждому участнику должно быть менее 30 лет, а минимальный уровень культивации должен быть на 10-м уровне стадии концентрации Ци. Если вы соответствуете минимальным условиям и хотите попасть на испытание, вы должны решить это, пока горит ладан. Ах да, ученик, которого я выбрал для участия в испытании, ваша боевая тетя Му. Цзюнер, выйди вперед и зажги ладан. Как скажете, мастер. Юноша по имени Юй шагнул вперед и достал из своей сумки для хранения бронзовую чашу. Затем он поставил ее в центр зала и положил в нее палочку ладана. В его руке появилась вспышка света, и ароматный дым тут стал подниматься к небу. Глава 622. Предварительный отбор. Хотя никто и не осмеливался сделать заявление, те, у кого была квалификация для участия, забеспокоились, наблюдая за горячей палочкой благовоний. Когда палочка благовония сгорела наполовину, Серебряная Луна заметила, что на лице у Хань Ли было отстраненное выражение, и спросила: «Разве ты не собирался участвовать?» «Собираюсь. Но сейчас, пока другие ученики охвачены волнением, это привлечет слишком много внимания». Серебряная Луна замолчала, услышав это. Спустя несколько мгновений палочка благовоний полностью сгорела, и горный лорд открыл глаза. Те, кто не подходит под вышеперечисленные условия или просто не хочет участвовать, могут уйти. Как скажете, боевой предок. С этими словами большинство учеников поклонились и медленно покинули зал. Помимо культиваторов стадии заложения фундамента, в зале осталось около 40 молодых учеников. Мужчина средних лет окинул оставшихся взглядом и удовлетворенно кивнул головой. «Хорошо, все присутствующие ученики удовлетворяют требованиям. Я очень доволен. Хотя никого из вас не выбрали для участия, ваши возможности будут значительно расширены в битвах с вашими боевыми братцами с других гор. Это принесет огромную пользу вашему будущему уровню культивации. Теперь ваш боевой дядя объяснит некоторые важные моменты в соревновании. Я и ваш боевой предок Юнь вынуждены покинуть собрание, поскольку у нас есть еще более важные вопросы». Сказав это, горный лорд Синь и заместитель горного лорда Юнь вышли из зала.
Юноша с болезненным видом по имени Мя несколько раз кашлянул, а затем спокойно обратился к культиваторам в стадии концентрации ЦИ. Поскольку горный лорд поручил мне это дуло, то вы все обязаны меня внимательно слушать, мои боевые племянники. Это соревнование будет проверкой навыков против ваших членов секты, и есть вещи, которые вы делать не должны. Прежде всего, в конкурсе запрещены смертоносные техники и дьявольские магические инструменты. В противном случае вы будете исключены из секты, а ваша культивация будет рассеяна. Также. Через четверть часа Хань Ли и остальные ученики в холле вышли. Большинство из них покинули зал во взволнованном настроении. Хань Ли взглянул на фигуры уходящих учеников и покачал головой, а затем метнулся в небо и отправился обратно в свою пещерную резиденцию. Путешествие назад прошло гладко. Внутри его пещерной резиденции он начал подготовку к конкурсу секты. Поскольку он не мог проявить свою истинную силу, чтобы войти в группу из 24 кандидатов, он должен был использовать свои старые талисманы и несколько магических инструментов, которые у него оставались. У него было более чем достаточно высокоранговых магических инструментов. Он разграбил десятки из культиваторов формирования ядра, которых он лично убил. Но чтобы не привлечь к себе внимание, ему пришлось тщательно выбирать среди них. И поскольку он не собирался использовать все эти магические инструменты в предварительном отборе, он также решил создать большое количество среднеранговых элементных талисманов. Он планировал использовать эти талисманы, чтобы победить своих низкоранговых соперников одним ударом. Конечно, одними только талисмана он бы не смог победить своих соперников, так что Хань Ли освежил свои знания в искусстве управления огнем, которое он ранее приобрел у старого даоса во дворце императора государства Юэ. Хотя это искусство было бесполезно против высокоранговых культиваторов, против культиваторов стадии концентрации ЦИ и заложения фундамента оно было довольно эффективным. Когда Хань Ли впервые приобрел искусство управления огнем, он смог многого достичь благодаря ему. Но с его нынешним уровнем культивации, на поздней стадии формирования ядра, оно для него не имело никакого значения. В результате ему понадобилось всего несколько дней усилий, чтобы выучить мне методы преобразования пламени. Ему даже удалось получить глубокое понимание этих методов, которое даже превышало то, что было записано в искусстве управления огнем. Все оставшееся время Хань Ли посвящал созданию различных талисманов. Между тем, его золотисто-серебристые золотые прожорливые жуки уже стали поедать друг друга, к его великой радости. Он был уверен, что, хотя его жуки и были далеко от полной эволюции, они достаточно приблизились к легендарной всепожирающей стадии. Тем не менее, плачущая душа в соседней комнате была довольно хлопотной для Хань Ли. Все это время она крепко спала, не подавая никаких признаков пробуждения. К счастью, благодаря жемчужине плачущей души, утонченной в его теле, он знал, что со зверем ничего не случилось. Однако он все равно беспокоился о том, что зверю требовалось так много времени, чтобы завершить трансформацию. Месяц спустя на главной горе секты дрейфующего облака было очень оживленно. Культиваторы постоянно стекались к вершине горы, чтобы принять участие в соревновании. Более того, приходили даже те, кто просто хочет понаблюдать за соревнованиями. Хотя они и не принимали участие в битвах, наблюдение за мастерством других также было отличным опытом. Конкурс проводился на 3 больших, плоских площадках у вершины горы. Каждый из площадки был окружен заклинаниями в диаметре более 300 метров. Все они составляли огромный световой барьер вокруг сцены, чтобы зрители не получили травмы. В качестве судей были выбраны 3 культиватора на поздней стадии заложения фундамента, которые также могли предотвратить смерть любого. Шел 3-й день соревнований. Результаты отбора за последние 2 дня привели к тому, что многие культиваторы были опечалены. В целом, соревнование проводилось между 500 культиваторами. Хотя в нем было 3 этапа, было очевидно, что процесс займет много дней, учитывая большое количество участников. Стоит сказать, что с горы рассвета было меньше всего претендентов. Их число меркло перед сотней участников с огненной горы. В конкурсе было всего 4 культиватора стадии заложения фундамента, но было не нужно сражаться до финального раунда. Хотя они не были среди тех, кого выбрали горные лорды, им все равно удалось пробиться к стадии заложения фундамента до 30 лет. Это доказывало их талант, так что они получали свое место после одной победы над культиватором стадии концентрации ЦИ. В этот момент Хань Ли молча стоял среди нескольких культиваторов горы рассвета. Все они наблюдали за битвой между культиватором горы рассвета и горой Белого Феникса внутри светового барьера. Гора Белого Феникса отличалась от других 6 гор. Мало того, у них было 2 лорда стадии формирования ядра, которые были женщинами, они в основном обучали женщин. В результате на их горе было мало учеников, а в этом соревновании участвовал всего 10 учеников.
Ученик Горы Рассвета выглядел очень взросло, но на самом деле ему было около 20. Хотя он был внешним учеником, он родился в авторитетном клане государства Си. Именно поэтому он обладал мощным магическим инструментом, кинжалом из белого золота. Несмотря на то, что он оттеснял женщину-культиватора с горы Белого Феникса, ее глаза были полны надежды. Культиваторы с горы Рассвета рядом с Ханьли были, несомненно, хорошими друзьями культиватора на арене и болели за него. Когда кинжал мужчины метнулся к женщине, она вскинула бровь и высвободила из ладоней поток лазурного света, что заблокировал атаку кинжала. Тело женщины затем размылось, и она бесследно исчезла. Когда человек увидел это, он поспешно сделал жест заклинания руками, а выражение его лица сильно изменилось. Пока он готовился атаковать женщину своей магической техникой, внезапно его сзади окутал красный туман. Внезапно ученик Горы Рассвета шлепнулся на землю. Долговязый культиватор, который плыл над сценой, объявил: Чин-Жунь из Белого Феникса победила. Когда женщина-культиватор услышала это, она с уважением поклонилась судье и достала бутылочку из своей сумки для хранения. Она поднесла ее к носу культиватора, и он стал постепенно приходить в себя. Как только он понял, что произошло, культиватор Горы Рассвета покинул сцену с мрачным выражением на лице. Затем женщина-культиватор покинула сцену с гордым видом. Женщины-культиваторы тут же окружили ее и стали хвалить, что привлекло внимание нескольких мужчин. Над куполом светового барьера долговязый культиватор равнодушно объявил: следующее сражение будет между культиватором Ханьли с Горы Рассвета и Сюнь-Туном с Огненной горы. Хотя голос говорившего был негромким, культиваторы могли его отчетливо слышать. Когда Ханли услышал это, он улыбнулся и медленно вошел в световой барьер. Вскоре после этого с другой стороны появился красивый, одетый в белые одежды культиватор. Как только этот человек показался, среди зрителей поднялся шум. Глава 623. Подавляющее превосходство. Это же младший боевой брат Сюнь. Он вошел в секту несколько лет назад, говорят, что у него вены темного небесного огня. Интересно, правда ли это клан Сюнь, знаменитый во всем государстве Сюй-клан? Естественно, что у него должны быть могущественные магические инструменты. Кто этот младший боевой брат Хан? Я не думаю, что видел его раньше. Он просто вошел в секту, кажется, этому Ханьли не повезло. Он встретил мощного противника, хотя битва еще не началась, Ханьли уже услышал оживленную дискуссию за пределами светового барьера. Вены темного небесного огня. Услышав это, лицо Ханьли дрогнуло. Он с любопытством перевел взгляд на своего противника. Помимо того, что его противник обладал приятной внешностью, он также был на 12-м уровне стадии концентрации Ци. Видя, что Ханьли был культиватором на 10-м уровне стадии концентрации Ци, на лице юноши в белом появилось презрение, однако он все же поклонился в знак приветствия. Ханьли внутренне усмехнулся при виде этого и равнодушно поздоровался в ответ. На лице юноши в белом мелькнул гнев от такого пренебрежительного отношения к нему. В этот момент долговязый культиватор над ними равнодушно сказал: начать бой. Как только его слова прозвучали, лицо юноши в белом тут же стало суровым, и он сделал жест заклинания рукой. Вспышка огненного света внезапно стала пульсировать вокруг его тела, окутав его сверкающим световым барьером. Затем он махнул рукой и раскрыл пальцы, выпустив красный шар света размером с яйцо, который выплыл из его рук. Затем юноша в белом начал бормотать заклинание, готовясь к нападению на Ханьли с помощью магического инструмента. Когда Ханьли увидел это, он вспомнил, что когда-то встречал эту технику, так что он не был удивлен. В этот момент снаружи светового барьера раздали возгласы удивления. Смотрите, младший боевой брат Сюнь окутал себя огненным барьером, без талисмана. У него действительно есть вены темного небесного огня. Что это? Кажется, сфера в его руке — это знаменитая огненная бусина. Тот другой точно проиграет. Возможно, Сюй сможет выиграть бой одной атакой. Ханьли внутренне ухмыльнулся и спокойно взмахнул рукой, вытащив из сумки около 40 талисманов. Он поднял голову, взглянул на юношу и увидел, что тот был полностью сосредоточен на активации своего магического инструмента и совершенно не обращал внимания на Ханьли. Казалось, он абсолютно уверен в своем барьере. Глядя на это, Ханьли решил отложить в сторону все любезности и тут же сделал жест руками. Из его рук вырвался поток около 40 красных сфер размером с большой палец и тут же врезался в барьер его противника. Эта сцена очень удивила зрителей. В тот же момент огненная бусина, зависшая над культиватором в бело, загорелась. Казалось, теперь она была полностью готова к атаке. Он пришел в восторг, услышав, как зрители закричали от удивления, и тут же поднял голову.
Внезапно он заметил несколько десятков огненных шаров, которые одновременно поразили его барьер. От серии громких взрывов и вспышек яркого красного света юноша в белом пришел в замешательство. Его световой барьер продержался доли секунды и рухнул. Огненные сферы неслись прямо на него и были буквально в нескольких сантиметрах от того, чтобы поразить его. Хотя этот молодой талант был одарен венами темного небесного огня, и за ним присматривал старейшина секты, теперь он был на грани смерти. Он вскрикнул с бледным лицом и оцепенел от страха, желая развернуться и бежать. В момент неминуемой опасности юноша почувствовал, что его тело вдруг стало легким. Внезапно его тело зависло в воздухе, и огненная атака прошла мимо него. Будучи все еще в панике, культиватор в белом повернулся и увидел, что долговязый судья схватил его за воротник. Он равнодушно пробормотал: «Хань Ли с горы рассвета победил». В этот момент юноша в белом уже понял, что проиграл. Осознав то, что его победили жалкими низкоранговыми талисманами, его лицо побледнело. Другие культиваторы, наблюдавшие за боем, в ужасе переглянулись между собой, когда оправились от шока. Все они знали, что талисман огненного шара был простейшим элементным талисманом низкого ранга, который стоил 1 духовный камень за штуку. Тем не менее, Хань Ли использовал 40 таких талисманов за раз. Это было все равно, что он выкинул 40 духовных камней. За эти деньги можно было купить хороший низкоранговый магический инструмент. Хань Ли буквально спустил деньги на ветер. Неужели он планировал это заранее? Под пристальными взглядами секты дрейфующего облака Хань Ли поклонился долговязому культиватору заложения фундамента и покинул световой барьер с равнодушным выражением на лице. Юноша в белом с немой обидой уставился на Хань Ли, глядя на то, как он уходил. Судья кинул на него ледяной взгляд, в результате ему не оставалось ничего другого, кроме как беспомощно уйти. Закончив свой первый бой, Хань Ли совершенно не собирался наблюдать за битвами других культиваторов. Вместо этого он вернулся в свою пещерную резиденцию. Через 2 дня завершился первый раунд соревнований. В ходе конкурса было много чудесных битв, которые зрители обсуждали с энтузиазмом. Бой Хань Ли тоже не остался незамеченным, поскольку он использовал за раз столько магических камней. Он вызвал большое восхищение. Многие из зрителей сочли, что Хань Ли был учеником большого клана, раз обладал таким количеством духовных камней. Из-за этого у Хань Ли появилась особая репутация среди некоторых учеников-зрителей. Во втором туре соревнований Хань Ли был вызван на бой во второй половине дня в первый же день. Он спокойно остановился в центре сцены. Некоторые из учеников, которые уже видели его предыдущие сражения, стали перешептываться между собой. Это тот парень с горы рассвета. 2 дня назад он победил своего противника одним ударом, используя несколько десятков талисманов. Что правда? Он выглядит совершенно непримечательным. Неужели от этого у него не появилась дыра в кармане, эй? Кажется, в нашем государстве Сюй нет клана культивации с фамилией Хань. Кажется, он прибыл из другой страны. Хань Ли спокойно слушал все их слова. В настоящее время он смотрел на своего противника со спокойным выражением на лице. Это был мужчина лет 25 с приятной внешностью. Он был одет в дорогую лазурную мантию, по отношению к которой сумка для хранения выглядела неуместной. Он наблюдал за Хань Ли с торжественным выражением лица. Казалось, он услышал дискуссии на арене и тут же нахмурился. «Начинайте». Как только судья скомандовал, молодой ученик потянулся к сумке для хранения и тут же поднял руки. В мгновение ока 2 сверкающие сосульки белого света выстрелили в направлении Хань Ли. Его тело сверкнуло лазурным светом, и он тут же метнулся к Хань Ли на бешеной скорости. Казалось, этот человек был наслышан о Хань Ли. Он решил взять Хань Ли напором, используя 2 талисмана с ледяных шипов, и метнулся к Хань Ли, активировав технику осветления тела. На доли секунды Хань Ли был удивлен, но потом улыбнулся. В следующее мгновение его тело размылось, и 2 сосульки пролетели мимо. Затем, увидев, что его противник несется прямо на него с вытянутой рукой, сияющей желтым светом, Хань Ли снова размылся, используя свою технику движения дымчатых сдвигающихся шагов. Молодой ученик снова промахнулся, что удивило. Желтое сияние в руке тоже затуманилось. Это был магический инструмент типа сетки. Но прежде чем молодой ученик смог обнаружить Хань Ли, он внезапно почувствовал острую боль в затылке. У него все потемнело в глазах, и он тут же рухнул на землю. На лице судью мелькнуло удивление, но он спокойно заявил: «Хань Ли с горы рассвета победил». Всего мгновение назад Хань Ли появился за своим противником и вырубил его. Несколько культиваторов бросились на сцену и осмотрели ученика, потерявшего сознание. Они кивнули головой долговязому культиватору, что означало, что с культиватором без сознания все в порядке. Зрители снова зашумели.
Ты это видел? Какую магическую технику он использовал, чтобы появиться позади его противником в мгновение ак? Это немыслимо, дурак, это не магическая техника. Это была явно техника движения из боевых искусств смертного мира, но я никогда не видел, чтобы кто-то использовал на таком уровне мастерства. Несколько из более опытных учеников сумели распознать движение Хань Ли. Глава 624. Обсуждение. На 13-й день соревнований в секте дрейфующего облака завершился последний раунд отбора. В настоящее время в павильоне в центре горы 8 культиваторов формирования ядра что-то обсуждали между собой. Двое из них были горными лордами горы рассвета, мужчина среднего возраста по имени Синь и старик в сером по имени Юй со свирепым взглядом. Старик в голубой одежде с волнистой бородой и глубокими морщинами нахмурился и спросил, кто из младших будет сопровождать учеников на испытание Ассамблеи мечей. Мужчина средних лет с ленивым выражением и длинными тонкими усами фыркнул и равнодушно ответил: старший боевой брат Фэн, на испытание Ассамблеи мечей всегда побеждает секта древнего меча. А этот ядовитый парень Цзян Юнь всегда приводит своих учеников из секты древнего меча. Я не хотел бы попасть в неловкое положение без причины. Старик с желтым лицом покачал головой и сказал: верно. Я слышал, что в последние несколько лет секта древнего меча взяла ученика с конституцией 9 мечей. Мы уверены, что он будет участвовать. Таким образом, у нас нет и шанса на победу в испытании Ассамблеи мечей. Хотя у нас есть несколько учеников, обладающих своеобразной конституцией, в сравнении с ним они значительно хуже. Более того, ходят слухи, что секты сотен возможностей заполучила прямого потомка клана Гуань. Говорят, что, несмотря на то, что он все еще на стадии концентрации Ци, он уже победил одного из старейшин своего клана с помощью собственных изысканных магических инструментов. Боюсь, это путешествие может быть довольно сложным. Когда беловолосый старик услышал это, на его лице появилось недовольство, и он сказал серьезным тоном: «Младшие боевые братья, все так, как вы говорите. Секта древнего меча уже давно стала абсолютным лидером испытания Ассамблеи мечей. И это то, что не зависит от нас. Однако, если наша секта не пошлет никого из учеников, боюсь, что мы даже купить не и четверть винного нектара. Кроме того, это может привести к тому, что секта древнего меча решит, что мы враждебно настроены по отношению к ним. Это может навредить нашей секте. В настоящее время нам стоит больше беспокоиться о других, более важных вещах. Например, несколько кланов с завистью горы мечтательных облаков. Мы не можем показать им свою слабость. Внезапно заговорил старик с квадратным лицом в красной одежде: «Ну раз старший боевой брат Фэн настаивает, то я согласен проводить учеников. К тому же, я давно не видел старейшину секты сотни возможностей, Чан Чжена. Возможность пообщаться с ним довольно приятна». Старик Фэн взглянул на него в нерешительности и сказал: «Младший боевой брат Дуань, поскольку ты являешься горным лордом Огненной горы, у тебя в подчинении много учеников. В этом случае было бы неверно покидать секту». Старик в красном беззаботно проговорил: «Это не важно. Младший боевой брат Ли останется там и поддержит порядок. Кроме того, я ведь не покидаю гору мечтательных облаков, я просто перемещаюсь в ее западную часть». Сказав это, седовласый старик не стал настаивать на своих возражениях и кивнул головой. Затем он посмотрел на других культиваторов и остановил свой взгляд на старике в сером: «Младший боевой брат Юй, я знаю, что у тебя нет неотложных дел на горе рассвета. Не желаешь ли помочь младшему боевому брату Дуану? Младший боевой брат Синь, у тебя есть возражения?» Мужчина средних лет по имени Синь слегка улыбнулся и сказал: «Конечно, нет. Но я не уверен, что младший боевой брат Юй готов пойти». Холодное выражение на лице старика дрогнуло, и он быстро ответил: «Хорошо, я пойду». Беловолосый старик улыбнулся и кивнул головой со словами: «Группу учеников возглавит младший боевой брат Дуань. Младший боевой брат Юй и младшая боевая сестра Сун с горы Белого Феникса будут сопровождать его. Как только окончательный раунд будет завершен, вы встретитесь с 30 отобранными учениками и дадите им указания. Возможно, у нашей секты еще есть шанс. В конце концов, на этот раз у нас есть немало мощных кандидатов. Сейчас мы вполне можем составить конкуренцию секте древнего меча и секте тысячи возможностей». Культиватор с хитрым лицом, который прятался в углу, вскрикнул от удивления: «Младшая боевая сестра Сун тоже пойдет. Как я мог не знать об этом? В этом случае я могу занять место младшего боевого брата Юэ». Остальные культиваторы, в павильоне услышав его, вдруг на мгновение забеспокоились. У троих из них появилось недовольство на лице. Лицо беловолосого старика стало угрюмым, и он фыркнул: «Младший боевой брат Мэн, что это значит?
Я тут полдня распинаюсь, но ты не сказал ни слова. А теперь, когда услышал, что младшая боевая сестра Сун тоже хочет пойти, ты вдруг решил воспользоваться этой возможностью. Скажу тебе правду, младшая боевая сестра согласилась сопровождать учеников с условием, что я не скажу об этом в самом начале. В противном случае, учитывая ее характер, разве бы она согласилась покидать гору Белого Феникса, поскольку этот старик уже достиг поздней стадии формирования ядра, культиватор с хитрым лицом, который был только на ранней стадии, не осмелился спросить с ним и молча опустил голову. Хотя другие культиваторы тоже были готовы подлость этому соблазну, они только тревожно переглянулись между собой. В этот момент снаружи послышались шаги, а затем раздался мужской голос: «Сообщаю мастеру и боевым дядям, последний раунд только что закончился». Были выбраны 3 ученика стадии заложения фундамента вместе с 21 культиватором стадии концентрации ЦИ. Список имен у меня с собой. Лицо беловолосого старика расслабилось, и он сказал: раз так, тогда входи. Давайте посмотрим. Как пожелаете, почтительно ответил человек. Затем он открыл дверь и вошел. Это был высокий культиватор с торжественным выражением на лице на поздней стадии заложения фундамента. Вот имена и характеристики 24 финалистов. Мужчина вытащил из одежды белую нефритовую пластинку и передал его старику. «Ну, посмотрим». Старик кивнул головой и взял нефритовую пластинку. А просмотрев его духовным чутьем, на его лице появилось удивление. Лицо старика в красном исказилось, и он спросил: «Что-то не так со списком имен?» Остальные тоже странно взглянули на старика. «Да ничего, смотрите сами». Сказав это, он спокойно передал желтокожему старику нефритовую пластинку и встал рядом с ним. Просмотрев нефритовую пластинку, на его лице тоже появилось удивление, а затем он передал пластинку другому. Постепенно все просмотрели ее, и у каждого из них появлялось удивление на лице после просмотра. Когда очередь дошла до лорда Гору Рассвета, Синя, на его лице появилось особое удивление. Мужчина средних лет с тонкими усами вздохнул и медленно сказал: «Я действительно не ожидал, что с Горы Рассвета пройдет 6 учеников. Кажется, младший боевой брат Синь хорошо подготовил своих учеников». Культиватор с хитрым лицом с горечью сказал: «Кажется, младший боевой брат Синь решил выиграть это испытание Ассамблеи мечей. Кажется, ты потратил немало усилий, чтобы воспитать этих учеников. С горы скрытого меча отбор прошло только 3 ученика, что заметно огорчило его». Это не так. Я сам удивлен, увидев, что с Горы Рассвета прошло столько людей. Более того, 2 из них находятся всего на 10-м уровне стадии концентрации ЦИ. Это Хань Ли и Дудун. Если я не ошибаюсь, эти 2 вошли в секту только в прошлом году. Непонятно, как им удалось занять место в списке. Мужчина средних лет по имени Синь что-то пробормотал про себя, а затем спокойно спросил: «Боевой племянник Га, как им удалось одержать победу?» Человек, который только что вошел в комнату, быстро ответил: «У них совершенно обычные техники». Боевой племянник Дудун обладает чрезвычайно мощным магическим инструментом элемента льда. Этот инструмент может как защищать своего хозяина, так и нападать на противника. В результате, когда он заморозил землю своим магическим инструментом, все его противники оказались беспомощны против его ударов. Мужчина средних лет с длинными усами прервал его и спросил: что за магический инструмент? Можешь назвать его? Это магический инструмент типа колеса. Он имеет диаметр около фута, и на нем выгравировано изогнутой луной. Он сверкает белым светом, когда он активирован, и может мгновенно активировать ледяной барьер, а также может атаковать туманом ледяной ЦИ. В глазах мужчины средних лет мелькнул странный свет, и он с удивлением проговорил: «Кажется, у клана Ду было похожее оружие — ледяное колесо. Клан Ду был истреблен 200 лет назад». Неужели Дудун потомок клана? Беловолосый старик скрутил свою бороду и неторопливо проговорил: «Вполне может быть». В конце концов, клан Ду был маленьким кланом, так что нет ничего удивительного в том, что нескольким прямым потомкам удалось избежать бедствия. Вероятно, теперь они считают, что спустя столько лет их враги забыли о них. Вот почему они решили снова проявить себя. Глава 625. Повторное появление плачущей души. Старший боевой брат говорит разумные вещи. Кроме того, теперь вполне понятно, как Дудун сумел одержать победу, но как насчет Ханли? У него тоже есть высокоранговый магический инструмент? Спросил мужчина с тонкими усами. Хотя я не знаю, есть ли у боевого племянника Ханли высокоранговые магические инструменты, те методы, что он использует в бою, обходятся ему недешево. Что ты имеешь в виду? Полюбопытствовал старик с желтым лицом.
Культиватор стадии заложения фундамента поспешил объяснить, в первом раунде боевой племянник Ханьли победил своего противника, используя несколько десятков огненных шаров, чтобы прорваться сквозь барьер противника, прежде чем тот смог отреагировать. В других раундах он использовал боевую технику смертных и изобретательную технику манипуляции огнем, торжественно победив противника с одного удара. Беловолосый старик угрюмо проговорил: техника боевых искусств и техника манипуляции огнем, в этом нет ничего особенного. Однако у него должно быть много духовных камней, чтобы иметь возможность использовать столько талисманов. Для нас это сумма, пустяки, но для культиватора стадии концентрации ЦИ это довольно экстравагантно. Ты изучал его данные? Культиватор заложения фундамента ответил: разумеется. Некоторые ученики рассказали мне, что он умеет изготавливать талисман, а также обладает достаточным количеством духовных камней, хотя он и является бродячим культиватором. Вот почему он не гнушается использовать низкоранговые талисманы в таком количестве. Выражение беловолосого старика смягчилось, и он пробормотал: вот как. Значит, с этими двумя проблем нет. Однако, поскольку этот человек способен изготавливать талисманы, не лучше ли, чтобы он присоединился к огненной горе? Культиватор Синь слабо улыбнулся и сказал: старший боевой брат Фэн, ты заблуждаешься. На моей горе рассвета тоже есть ученики, специализирующиеся на создании талисманов. Они смогут быть ему хорошими наставниками. Старший боевой брат Дуань, только не говори, что хочешь его себе. Культиватор в красном махнул рукой и усмехнулся: хе-хе. На моей огненной горе достаточно учеников, которые специализируются на создании талисманов. Один ученик роли не сыграет. Я не собираюсь оспаривать этого ученика. Культиватор Синь ответил молчаливой улыбкой. Далее культиваторы формирования ядра еще немного побеседовали о вопросах секты, а затем попрощались и разошлись. Тем временем Ханьли уже вернулся в свою пещерную резиденцию и направился в комнату к духовного зверя. Войдя в комнату, в его глазах появилось удивление. Незадолго до того, как ученики Горы Рассвета поздравили Ханьли с победой в финальном раунде, жемчужина плачущей души в теле Ханьли накалилась, что вызвало у него беспокойство. Казалось, что зверь должен был вот-вот проснуться и завершить свою эволюцию. Ханьли был вне себя от радости и поспешил в свою резиденцию. Но когда он вошел в комнату духовного зверя, он был сильно потрясен увиденным. По какой-то неизвестной причине в комнате духовного зверя было совершенно темно, а сама она была наполнена клочьями черной призрачной ци, высвобождая при этом из комнаты ледяную инь-ци. Плачущую душу нигде не было видно. При этом в углу комнаты появился трехметровый кокон. Он излучал потоки черного света, высвобождая черные мерцания, которые напоминали живых существ. Ханьли тут же догадался, что плачущая душа была в черном коконе. Это разволновало его еще больше. Ханьли не собирался просто взять и войти в комнату. Немного подумав, он решил начать медитировать снаружи комнаты духовного зверя. Из старых записей он узнал, что во время эволюции духовного зверя его хозяину было лучше находиться неподалеку и ждать. Однако духовного зверя нельзя было беспокоить во время эволюции, иначе он мог получить травму. Затаив все свои чувства, Ханьли продолжал ждать. Изначально Ханьли полагал, что трансформация займет всего несколько дней, по крайней мере, до того, как кокон будет сломан. Но утром второго дня черный световой кокон начал меняться. Будучи в медитации за пределами комнаты, Ханьли услышал треск из комнаты. Хотя он был приглушенным, Ханьли все равно услышал и с восхищением открыл глаза. Он заглянул в комнату и увидел, что большинство призрачной ци было поглощено черным световым коконом. Внезапно черный свет ослепил Ханьли, в результате ему пришлось отвести взгляд. В следующий момент Ханьли почувствовал странную, но знакомую ауру, которая исходила из комнаты. Вскинув брови, Ханьли, недолго думая, встал и открыл дверь в комнату духовного зверя. Войдя в комнату, он увидел, что черный кокон уже был расколот на две части, а внутри никого не было. Однако внутри комнаты больше никого не было видно. Ханьли был поражен этим и тут же высвободил свое духовное чутье, как вдруг пустой угол комнаты стал светиться ярким светом. Внезапно черное пятно выстрелило в сторону Ханьли, издавая низкий вой. Сначала Ханьли хотел было увернуться, но, немного подумав, решил остаться на месте. Когда маленький ледяной объект врезался в грудь Ханьли, он обнял его обеими руками. Это. Глядя на маленький предмет в его объятиях, Ханьли был в шоке. В настоящее время в его руках была крошечная обезьяна размером с кулак, которая, несомненно, являлась эволюционировавшей плачущей душой. Но осмотрев его, Ханьли заметил, что она сильно отличалась от его прежнего зверя, было всего две особенности. У зверя между ноздрями теперь была тонкая полость. Плачущая душа поглощала призраков с помощью отверстия в своем носу.
Означало ли появление дополнительного отверстия, что его способность к поглощению призраков стала мощнее, Хань Ли не знал, стоило ли ему смеяться или плакать, но он стал с нетерпением ждать, когда сможет опробовать новые способности плачущей души. Вторая особенность заключалась в том, что по какой-то неизвестной причине на спине зверя появился малиновый узор с изображением злого духа. У злого духа был один рог и 3 глаза. На первый взгляд в этом не было ничего особенного, но при дальнейшем рассмотрении от него чувствовалось злобное давление. Серебряная луна удивленно щелкнула языком, глядя на эволюционировавшую плачущую душу, но она не могла объяснить, что это такое. Поскольку Хань Ли доработал жемчужину плачущую душу, зверь с ним стал гораздо более ласковым. Казалось, зверь был в восторге оказаться на руках своего хозяина и терся своего пушистой головой об Хань Ли. Хань Ли невольно улыбнулся, глядя на этого зверя. Однако он чувствовал, что обезьяна, казалось, стала обладать человеческими эмоциями. Немного поиграв с обезьяной, Хань Ли убрал его в сумку для хранения духовных зверей, поскольку заметил, что зверь стал зевать от усталости. Выйдя из комнаты плачущей души, он пошел в комнату к золотым прожорливым жукам. Оказалось, что они уже закончили пожирать друг друга и собирались откладывать яйца. Хань Ли был доволен, увидев, что жуков было немного больше, чем раньше. Затем он покинул комнату насекомых и вернулся в свою тихую комнату для культивации. Когда Хань Ли победил на предварительном отборе, судья сказал ему, что он сможет получить руководство от культиватора формирования ядра. Однако, каждый победитель должен был ждать своей очереди, а до этого продолжать культивировать самостоятельно. Когда подойдет его очередь, ему придет уведомление с помощью талисмана передачи голоса. Хань Ли совершенно не беспокоился о получении наставлений культиватора формирования ядра. Он справился бы с ним, как только его вызвали. В настоящее время он держал в руке нефритовый духовный источник и продолжал культивировать. В это же самое время серебряная луна культивировала в соседней комнате внутри тела демонической лисы. Стоит сказать, что было совершенно немыслимо, что серебряная луна могла культивировать в одержимом теле. По словам серебряной луны, хотя у нее и был уровень культивации на поздней стадии формирования ядра, как только она вошла в тело демонического зверя низкого ранга, ее культивация рассеялась до уровня демонического зверя. В результате, хотя она могла проявлять свой уровень культивации в теле демонической лисы, это было возможно только на короткое время. К счастью, серебряная луна могла культивировать в теле демонической лисы, взращивая свою культивацию, делая из тела лисы свое будущее тело. Хань Ли передал серебряной луне несколько лекарственных таблеток для роста ее культивации.